Всем привет! Это видео продолжение работы с Google Sheets API с помощью Python. У меня уже есть два видео по записи и чтению с помощью Google Sheets API, записи и чтения в электронные таблицы Google Sheets, соответственно. И у меня есть Shorts, коротенькое видео, которое описывает процесс стилизации ячеек данных в Google Sheets. Но мне показалось, что на самом деле сам процесс стилизации оформления ячеек достаточно заморочен у Google Sheets API и достоин отдельного, подробного, достаточно большого видео, чтобы с этим вопросом разобраться и понять, как форматировать, накладывать цвета, выбирать шрифты, бордеры разукрашивать. В общем, делать красивые ячейки в Google Sheets. Поэтому сегодня будет достаточно подробное и длинное видео, как раз посвященное исключительно стилизации данных в Google Sheets API. Естественно, желательно, чтобы вы посмотрели предыдущие видео, ну и знали о том, как работать с сервисными аккаунтами Google Cloud. Поскакали. Исходники к видео будут в репозитории, как обычно, по ссылке под видео. Все эксперименты буду ставить над уже созданным электронной таблицы Google Sheets, в которую добавлен сервисный аккаунт. Это та же самая табличка, которой мы работали в предыдущих видео, и сервисный аккаунт тот же самый. Смотрите предыдущие видео, чтобы понять, о чем, собственно, идет речь. Итак, все операции по форматированию данных в Google Sheets через API происходят в методе batch update, но это не тот метод batch update, которым мы работали в предыдущих видео, который был методом ресурса values. В данном случае batch update относится к ресурсу spreadsheets. То есть, как помните, мы используем сервисный аккаунт, таким вот образом построили службу, и от службы получаем ресурс spreadsheets, и к нему применяем метод batch update, которому в качестве аргументов передаем два значения. Это номер spreadsheet ID, номер электронной таблицы, с которой будем работать, и аргумент body, собственно, запрос, в котором будут указаны все те операции, которые мы хотим произвести, с электронной таблицей, номер которой айдишник мы указали в этом аргументе. Это достаточно большой объемный словарь, в котором будут описаны все процедуры. Вот. После чего построенный метод batchUpdate выполняем с помощью метода execute. Он возвращает респонс, ну, который для нас значения в данном случае не имеет, потому что результат работы вот этой вот структуры мы сразу увидим на нашей таблице. Описание метода batch update есть по ссылке. Ссылку я указываю здесь в комментарии. Вот. И на самом деле это очень хорошая дока по этому методу. Здесь написано все, что нужно. Поэтому настоятельно рекомендую, если будете дальше погружаться в этот метод и, в принципе, в Sheets API, вот, научиться пользоваться вот этим мануалом гугловским. Он не сразу становится понятным, но когда в нем разберешься, большинство вопросов отпадает, и даже гуглить ничего не надо. На самом деле мануал хороший. То есть вся та магия, все те дела, которые мы хотим сделать с таблицей, они передаются в качестве полей вот этого аргумента body. Возможные поля и, соответственно, возможные операции, которые можем совершить со спредшитом, с электронной таблицей, описаны в документации. По большому счету здесь структура такая. У нас есть словарь, у которого есть поле requests и массив реквестов. Реквест в данном случае это операции, которые мы хотим совершить над электронной таблицей. Вот. И мы просто можем в одном словаре указать сразу несколько реквестов, несколько процедур, которые мы хотим совершить над таблицей. Причем не над данными, не над ячейками. То есть ситуация, когда мы хотим форматировать ячейку, раскрасить ее в какие-то цвета и выбрать шрифт, это лишь частная ситуация. А на самом деле с методом batch update мы можем делать многое другое с таблицы. Добавлять новые листы, например, удалять диапазоны, ну, еще что-то там, много всего. И все это описывается в виде объектов класса request. Это JSON-подобный формат, он несложный. То есть мы заходим в batch update в описание, смотрим overview, и это структура аргумента body.
Вот. И, соответственно, структуры и возможные объекты request у нас описаны вот здесь, вот в этом разделе requests. Здесь описаны все операции, которые мы можем совершить над электронной таблицей с помощью метода batch update к ресурсу spreadsheets. То есть, чтобы инициализировать запрос к batch update, инициализировать переменную body, нам всего лишь надо создать словарь, в котором будет обязательно поле request, где мы будем перечислять все те запросы, которые мы хотим отправить к нашей электронной таблице. Этих запросов может быть много. Мы можем обновлять несколько диапазонов ячеек и раскрашивать их в разные цвета. Мы можем добавлять таблицы, мы можем изменять данные, можем делать что угодно. И все это можем сделать через один запрос batch update. А все то, что мы хотим сделать, мы опишем здесь. Здесь можем написать там что-то удалить, что-то там раскрасить и так далее. И таких элементов может быть много. И все мы их отправим в качестве аргумента метода batch-update. Теперь посмотрим, какие, собственно, операции мы можем использовать и какая из операций подходит для того, чтобы форматировать наши данные, раскрашивать их, изменять шрифты, все то, о чем мы сегодня будем говорить. То есть в мануале на страничке requests метода batch update, относящегося к ресурсу spreadsheets, все это относится к REST ресурсам Google Sheets API, перечислены все операции, которые описывают то, что мы можем делать с нашей таблицей. В частности, здесь есть cut пасты, copy пасты, merge, unmerge cells, update cells и так далее. Их много. Всеми ими можно пользоваться примерно одинаковым способом, так же, как мы будем дальше пользоваться этими методами, некоторыми методами здесь описанных для форматирования, для оформления ячеек. Конкретно для форматирования ячеек я буду использовать метод repeat cell, но на самом деле здесь есть еще метод update cell, cells, вот этот вот. Его тоже можно использовать для форматирования ячеек. Но на самом деле, почему я использую именно этот метод? Потому что он есть в мануале Google Sheets API. Вот он здесь такой вот. То есть это вот как раз пример использования другого реквеста, другого запроса update borders. Вот. А я буду использовать вот этот вот request repeat cell. Вот. Использую его, повторюсь, только потому, что он написан в мануале на главной страничке Basic Formatting. Ну а так-то мог бы использовать и Update Cells. То есть вот это вот будет структура, кстати, нашего запроса, с которым мы будем работать. Он очень будет похож. Итак, использую Repeat Cell. Как вообще понять структуру этого запроса Repeat Cell? Что там в нем есть? Вот мы его нашли на страничке. Нажимаем на Object. И у нас здесь описана, во-первых, структура полей объекта. И, собственно, что он делает? Можно вычитать что-то, что я вам сегодня не расскажу. Ну, на самом деле, я расскажу, мне кажется, почти все. Но, однако же, здесь есть все, что нужно. То есть у нас запрос repeat cell request. Это будет словарь с тремя полями: range, cell и fields. Range — это диапазон ячеек, к которым мы будем применять форматирование. Cell — это объект cell data, который будет описывать то форматирование, которое мы будем применять. И fields будет описывать те изменения форматирования стиля, которые мы хотим применить к ячейкам, выбранным в диапазоне и описанным в cell data. То есть мы можем... Зачем это сделано fields? Fields сделан для того, чтобы мы можем где-то в ином месте нашего кода создать форматирование. Допустим, заливаем ячейку красным цветом, выделяем жирным. Но к одним ячейкам мы жирность применяем, а к другим не применяем. И мы можем выбирать, что применить или не применить с помощью поля fields. То есть мой аргумент body теперь содержит поле requests, который содержит в данном случае словарь, но по большому счету это массив ассоциативный, у которого перечислены реквесты, операции, которые я хочу совершить с помощью метода batch update. В данном случае я хочу выполнить запрос repeat cell,
то есть взять диапазон ячеек на заданный спредшит электронной таблицы, а, взять, изменения, которые я хочу сделать с каждой из этих ячеек диапазона, то есть раскрасить красным цветом, применить жирность и так далее. И поля fields, которые опишут, что конкретному диапазону из указанного форматирования таки применить. А, Соответственно, каждая из полей, range, cell и fields, в свою очередь является также объектом, в который можно заглянуть. Ну, разве что fields — это просто строка, в которой мы будем описывать поля определенным образом. Мы также можем прыгнуть глубже и посмотреть структуру grid range и увидеть, что это опять же словарь с полями, которых может быть 5 штук, которые имеют значение integer каждая. Это простое, fields тоже простое. А, соответственно, все форматирование, которое мы будем делать, будет описываться в объекте celldata и даже не совсем в нем. Этот объект celldata описывает не только форматирование, он описывает и другие вещи. То есть здесь мы можем изменить значение ячейки, можем изменить формулы, валидацию какую-то провести. Не суть. То, что мы будем описывать форматирование, залить красным цветом и выделить жирным, мы будем описывать в поле user internet format, что которое в свою очередь является объектом класса cell format. То есть вот потихоньку мы проваливаем все ниже и ниже, чтобы увидеть наконец структуру запроса для оформления диапазона ячеек. Каждый из ячеек, если мы используем request repeat cells. Repeat cells в данном случае означает повторить каждой ячейки диапазона. И вот мы видим объект cell формат, который и будет описывать структуру форматирования, которую мы будем применять к ячейке. То есть вы уже, наверное, догадались, что здесь мы просто будем создавать вложенные словари друг в друга. В случае с рейнджем здесь проще, в случае с филдсами это вообще строка. А здесь у нас, соответственно, будет вложенный словарь, который будет описывать структуру форматирования, которое мы будем применять. Давайте посмотрим, как это работает. Обратите внимание, что каждому из объектов я дал прямую ссылку на описание. И когда вы в репозиторий в мой заглянете, вы всегда сможете найти прямые ссылки на все эти объекты и изучить их повторно, если моего видео будет недостаточно. То есть, давайте посмотрим, как это будет выглядеть в коде. Вот у нас есть поле requests, в нем есть поле repeat cell, которое объект, представленный JSON-кой, словарем, в котором есть range пока не заполненный, field, который пока пустой, и есть поле cell, которое является объектом класса cell_data, и здесь у нас есть cell формат. Так, давайте вернемся, чтобы показать. То есть вот у нас есть объект celldata, у него есть поле user формат, user internet format. Вот он у нас. То есть cell user internet format, который является объектом класса cell format, у которого есть поле. Я для примера взял самое простое horizontal alignment, то есть горизонтальное выравнивание. Посмотрим таблицу. Видите, у меня здесь все ячейки выровнены. Ну, пусть не все, посмотрите, вот хотя бы вот этот столбец, он весь выровнен влево. Здесь у нас выровнено вправо, а здесь выровнено влево. Я хочу применить ко всем ячейкам, пока я не указал никаких диапазонов, соответственно, я буду применять к какому-то диапазону, о котором я еще не знаю. Посмотрим, как это сработает. Применять оформление ячейки, выравнивание, пусть будет лучше по центру. Ну, тут все достаточно очевидно, что указывает центр, left, right. И я ожидаю, что какой-то диапазон ячеек, который я еще не знаю какой, отцентрируется по центру ячейки. Давайте посмотрим, что получится. Ничего не получилось. Мы видим зато ошибку. Конкретно вот здесь вот. И сразу видим пояснение, что at least one field must be listed
in fields. То есть мы оставили пустым поле fields. Здесь строковое значение, которое мы должны каким-то образом заполнить. Что такое fields? Fields, вот он у нас описан, это строковая переменная, строковое значение, которое должно соответствовать формату field mask. Вот таким вот образом оно оформляется. Но в чем суть? Вот в этой ячейке мы описываем операции, которые мы хотим совершить над диапазоном ячеек. Здесь могут быть разные операции, которые перечислены в объекте cell_data. То есть здесь мы можем применить операция user interrupt format и форматировать ячейку, как мы собираемся сделать. Мы здесь можем что-то сделать еще. Мы вот эту все вот эти действия можем сохранить сразу в переменную, в какую-то одну и использовать на протяжении всего нашего кода. И в поле fields мы можем указать, что из того, что мы описали вот в этой части нашего кода, вот в этой переменной объекта класс data, cell data, применить к вот этому диапазону. Если мы хотим применить все, то мы должны использовать звездочку. И тогда все, что мы описали здесь, и умолчальное значение класса cell_data применится ко всему вот этому диапазону. Давайте посмотрим, как это все сработает. Видите, ошибки никакой не выскочилось. Но, как мы видим, все мои данные куда-то пропали. Почему так случилось? Среди прочих полей в cell_data есть поле user_interrupt_value. Это, по сути, значение, которое можно записать в ячейку данных, которые мы изменяем. То есть, если мы вот допишем вот так вот этот участок кода и оставим fields звездочкой, то у нас во всей ячейке кода запишется значение user_interrupt_value с полем string_value и с вот этими данными. И, соответственно, оно отформатируется определенным образом. То есть в данном случае мы говорим методу batch_update применить все вот эти изменения ко всему вот этому диапазону, который мы еще пока не указали. До него доберемся попозже. Давайте посмотрим, как это работает. То есть вот получилось, что во весь наш диапазон активного листа записалось то, что мы указали в user_interrupt_value, потому что мы здесь выбрали указать все. Соответственно, насколько я предполагаю, я, если честно, сам не до конца понял, почему это именно так работает, но если мы используем звездочку в филдсах и при этом ничего не указываем вот здесь вот, то в этом случае у нас user interrupt value становится пустым, и он затирает все те данные, что у нас есть в табличке. То есть удаляет всю ту информацию, а после применяет вот это форматирование. Это поведение нам, конечно, не нужно. Нам нужно каким-то образом сказать batch update, чтобы он применил исключительно вот этот вот request, то есть применил форматирование к выбранному диапазону ячеек, и ничего другого с нашими ячейками не делал, не удалял в них ничего. Как это сделать? Для того, чтобы выбрать, какую операцию из cell_data нам использовать, какой request, а какой нет, нам достаточно здесь указать, что мы хотим использовать лишь user_interrupt_format. В этом случае вот эти вот операции над ячейками производиться не будут, данные затираться не будут, хотя в объекте cell_data это все останется. Вот так вот это выглядит. Ну и ошибок мы, соответственно, получать никаких не будем. Все вот у нас тут что-то применилось. Вы заметили, конечно, что я добавил в объект user_interrupt_format дополнительное поле text rotation. Вы догадались, что это еще один элемент оформления ячейки, то есть изменение угла текста. Вот так это выглядит. То есть я не стал применять вот это. Теперь мы можем это вообще удалить все. Ничего у нас затираться не будет. Но я применил text rotation.
Если я еще раз запущу, то текст у нас будет повернут. Ну, то есть, допустим, еще 60. Что если я не хочу применять, я хочу применить user internet format, но не хочу делать ротацию. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Вообще у FieldMask структура, что мы, по идее, могли бы использовать конкретные поля вот таким вот образом. Вот, но в этом случае мы сможем перечислить только один аргумент user internet format, который хотим использовать. Чтобы использовать сразу несколько, мы можем вот так вот взять все это в круглые кавычки и через запятую использовать остальные форматирования. Интересно, вот так сработает. Так мы можем вот так вот, angle 0. Да. Вот, соответственно, мы можем вот сюда опять поставить там, 90 и исключить его из филдсов. В этом случае у нас применится только выравнивание. Видите, выровнялось по правому краю. Но при этом угол, хотя и остался в user internet format, он не применился. Теперь, собственно, о структуре user internet format. Что мы можем использовать для того, чтобы красиво оформить ячейки. Все, что мы можем сделать с ячейками, описано в описании объекта cell-format. Мы можем установить цвет фона, стиль фона — это вот все экселевские и, соответственно, Google шитовские акцент style, предустановленные цветовые темы, схемы. Вот это все, знаете, если пользуетесь. Границы можем установить, и это объект класса borders. Так. Вот, паддинги, отступы, выравнивание горизонтальное, выравнивание вертикальное, перенос строк, направление текста, форматирование текста, поворот текста вы только что видели. С number форматом, думаю, достаточно понятно. Просто пишем вот эти вот строковые значения, вкладываем друг в друга, то есть указываем number формат, потом открываем словарь, здесь указываем type, где указываем текст, number. Это прям строковые переменные, так же как с горизонтальным выравниванием. Мы вот это все пишем, и оно оформляется. Это, я думаю, разберетесь все достаточно просто. Со стилями тем Team Color выбираете. Здесь енумы, здесь есть предустановленный набор цветового оформления, текст, бэкграунд, акцент, вот это все. Вот. Есть два важных момента, которые нужно рассмотреть. Во-первых, это цвета, а во-вторых, это форматирование текста. С форматированием текста стандартный набор. Цвет текста, стиль текста, фонд family — это, соответственно, шрифт, Arial, Times, там, Consoles и так далее. Размер шрифта, его выделение жирным, италик, курсив, зачеркивание, подчеркивание, линки и вот это все. То есть это все заполняем в текст формат. Вот. С цветами. То есть все, что касается цветов, оформляется в виде объекта класса color, который, ну тут много всякого разного написано. На самом деле это просто словарь, словарь, в котором есть всего лишь 4 поля. RGB 3 поля, которые укладываются в диапазон, значения которого укладываются в диапазон от 0 до единицы, то есть это дробные величины. И альфа-канал — это прозрачность, где значение его 0 — это полная непрозрачность, наоборот, 0 — это полная прозрачность, а единица — это полная непрозрачность того цвета, который мы указали через RGB цвет. То есть здесь мы указываем не 0-255, а от 0 до единицы. Вот давайте я сейчас
оформлю уже полный код Cell-Data, и мы разберемся с каждым из этих способов оформления по отдельности. Смотрите, я создал функцию getRandomColor, которая создает словарь из 4 полей red, green, blue и alpha, где берутся случайные значения в пределах от 0 до единицы с диапазоном 255, с шагом 255 для цветов и 10 я решил для альфа-канала. Вот, ну, такой простенький способ генерации вот такого объекта, чтобы мы могли как-то отличать это, когда будем смотреть. В user internet format я добавил background color, значение которому устанавливаю случайным. Также я добавил сюда текст формат, которому случайным образом присваиваю цвет шрифта. Фонд family я установил и выделение его true. Давайте посмотрим, как это все будет работать. То есть мой текст, мой диапазон, про который мы еще поговорим, окрасился в цвет какой-то, который случайно выбрался, применился шрифт consoles и выровнялся, каждая ячейка из этого диапазона выровнялась вправо. То есть если я возьму, здесь выберу шрифт Arial, сделаю фальш, так, и здесь выравнивание центра. Цвета у нас рандомные, соответственно, цвета тоже изменятся. Ну, цвет не очень удачный выбрался случайно. Давайте еще раз запустим. Ну вот, еще более удачный. Я думаю, видно, что тут получается. О, получше. То есть шрифт применился Rail, выровняли по центру, покрасили фон в другой цвет. То есть, если вернуться назад к описанию методов cell-формат, то мы могли бы сюда добавить еще какие-то оформления. Вот. Работало бы это все точно так же. То есть с оформлением ячеек, я думаю, вы разберетесь с помощью вот этого моего куска кода, с помощью описания cell формат. Ссылку на доку я тут добавил. Давайте еще вот это вот добавлю. Вот. С филцами, я думаю, разобрались. То есть мы сейчас используем все форматирование user internet format. И если я выделю точку и напишу, допустим, только background color, то при запуске кода у меня будет обновляться только фон ячеек выбранного диапазона. Видите, все остальное не меняется. Даже если я здесь напишу left, видите, не поменялось. Вот. Либо же я могу сделать вот так вот и сюда добавить. В этом случае мы сейчас выровняемся налево. Вот. То есть, я думаю, здесь все понятно. Теперь не более, а один из важнейших элементов — это выбор диапазона, потому что почему-то Google API в этой части этого метода заморочился не так, как обычно. Вот, поэтому проговорим про него отдельно. Итак, что если я хочу раскрашивать не весь лист, а какой-то диапазон конкретный на каком-то конкретном листе, конкретный диапазон ячеек. Для этого я использую поле range, которому присваиваю экземпляр объекта gridRange. gridRange — это тоже словарь, в котором всего лишь 5 полей. Sheet ID — это номер листа. И тут вот, кстати, большой, на мой взгляд, косяк Google API, то, что это не как в других методах строковая переменная, где мы указываем там лист 1, знак восклицания, дальше перечисляем диапазон там А1, двоеточие, А10. Нет. Здесь есть некий внутренний ID листа и интовые значения колонок и строк, которые мы должны заполнить. При этом sheet ID получения достаточно неочевидно. Мы о нем поговорим. Но начнем сначала с индексов. У нас есть несколько индексов, которые указывают границы диапазона, которые мы будем форматировать. Начнем с end column index, например. То есть мы просто пишем сюда вот такую вот штуку и пишем, допустим, там 4.
Сейчас у нас табличка выглядит вот таким вот образом. Применять давайте будем только background color. Все остальное пока использовать не будем. Вот. Смотрите, мы указали, что end column index 4. То есть мы покрасили диапазон полностью всей таблицы, но только по четвертую колонку включительно. То есть включая четвертую колонку. Мы указываем не буквенное обозначение колонки, а его индекс. 1, 2, 3, 4, начиная от единицы. При этом мы не указали старт диапазона, поэтому с самого начала и по четвертую включительно колонку. Что если мы хотим указать и еще индекс строки, то мы используем поле endRowIndex. Пусть будет тоже 4. То есть точно так же мы покрасили диапазон данных по четвертую колонку, по четвертую строку, точно так же включительно, точно так же 1, 2, 3, 4 считается. Вот. Для того, чтобы выбрать диапазон не от нуля, вы уже догадались, мы используем start row index и start column index. Давайте сразу их оба подключим. Давайте вот так посмотрим, что получится. Смотрите, я указал индекс единичку и для строки, и для колонки. При этом первая строка и первая колонка не покрасились. То есть, когда мы указываем диапазон, у нас end включает индекс, а start не включает. То есть, если бы я хотел покрасить с нуля, то здесь мне нужно было бы указывать 0. Вот таким вот образом. Соответственно, если я здесь укажу 2, здесь, допустим, 7, здесь 6. Вот я покрасил, получается, 1, 2, 1, 2, start row 1, 2 и с третьей включительно. Поняли. То есть таким образом мы указываем диапазон на странице. Но как нам выбрать страницу? Для того, чтобы выбрать страницу в электронной таблице, которую мы будем менять, есть у GridRange поле Sheet ID. Оно интовое. Это означает, что мы не можем здесь взять строковую переменную и написать list 2. List 2. Казалось бы, укажи. И по умолчанию это значение равно нулю, если оно не указано. Казалось бы, укажи здесь 0. Да, и все будет хорошо. И действительно, вроде бы так и происходит. И по логике вещей должно казаться, что второй лист должен иметь индекс 1 или 2. Давайте попробуем 1 написать индекс. Получили ошибку. No grid with ID 1. Окей, давайте попробуем 2. No grid ID 2. В чем странная логика Google Sheets API? Второй лист, то есть если первый у нас лист имеет ID 0, то второй имеет ID вот такое. Почему так, я не знаю, не спрашивайте меня. Но факт тот, что если мы создали страничку, мы можем узнать ID-шник этого листа в браузере. Вот таким образом. То есть в строке параметров GID равно, это вот как раз Sheet ID, который нам нужен. То есть мы можем взять и вот сюда написать Sheet ID. Видите, все исполнилось и диапазон раскрасился. То есть ручками можно его подбить. Но как узнать Sheet ID программным методом по названию листа? Сделать это тоже возможно, но на удивление заморочено. Я покажу как. У ресурса Spreadsheets есть метод get, которому мы передаем Spreadsheet ID.
которому мы передаем range. Это массив, в который мы можем указать название листа, который, айдишник которого хотим получить. Вот. Include grid data можно указывать, можно не указывать. Просто чем, если укажем, то больше данных мы получим, а они нам не нужны в данном случае. Выполняем запрос, получаем ответ, в котором будет достаточно большой, длинный JSON, в котором, так как у нас всего лишь один диапазон, будет словарь, в котором под индексом 0, так как у нас всего лишь один диапазон запрашивается, будет словарь properties, в котором будет искомый нами sheet ID. Ну вот так вот заморочено все это работает. Вот другого способа, ну, я не нашел, возможно, он есть. Вот, ну, вот такой вот многословный и некрасивый код по узнаванию вот этого самого айдишника. Давайте посмотрим, как это исполнится. Вот он исполнился. Давайте переименуем там как-то по-другому. Да. И вот сюда, соответственно, вот это все запихаем. Изменилось. Давайте создадим еще лист. Пусть будет это лист 3. Сюда напишем лист 3. Ну вот, лист 3 раскрасился. То есть, вот это вот мне очень не нравится. Хотелось бы иметь в Google Sheets API какую-то одну функцию для получения, а еще лучше, чтобы range указывался традиционным способом через строковую переменную, и пусть бы там API на своей стороне как-то само разбирало бы эту страничку. Но вот есть оно как есть, другого способа я пока не знаю, более красивого. Вот в таком виде, вот такой вот здоровенный объект получается у нас, чтобы раскрасить какой-то диапазон. Вот, на мой взгляд, очень громоздко, очень некрасиво, но работает оно вот так, как есть. Мы можем вот это вынести в один объект. Да. Мы можем в словаре requests использовать множество repeat целов. То есть, допустим, если мы захотим раскрасить один диапазон в один цвет, другой в другой цвет, ну, это все можно через один batch update исполнить. Вот. Вроде бы я все рассказал, что хотел про форматирование Google Sheets. Если что-то недорассказал и вам недостаточно мануала, спрашивайте в комментариях, я постараюсь ответить. Мне кажется, рассказал я много, а это достойно лайка, подписки и так далее. Если нет, то напишите в комментариях, что не так. Давайте пообщаемся. В любом случае, спасибо, что досмотрели. Ну, в общем, до новых встреч.